Вы только представьте, обычный тюремный двор, заключенные прогуливаются, охрана расслаблена. И вдруг с неба появляется вертолет. Но самое безумное, за штурвалом находится не профессиональный пилот, а человек, который никогда раньше не управлял этим транспортом. Это произошло в одной из европейских тюрем. Заключенный заранее спланировал побег и убедил свою подругу арендовать вертолет под предлогом съемки пейзажей. Но как только пилот поднял машину в воздух, девушка достала оружие и заставила его направить вертолет прямо во двор тюрьмы. На земле уже ждали. Осужденный вместе с подельниками приготовился к рывку. Как только машина зависла над забором, он ухватился за канат и взмыл в воздух. Охрана сначала подумала, что это какие-то учения, но когда поняла, что происходит, было уже поздно. Побег удался. Беглец скрылся. Но самое интересное, пилот выжил. Его отпустили сразу после побега, а преступник смог пробыть на свободе несколько месяцев, прежде чем его нашли. Но сам факт, он улетел из тюрьмы на вертолете. Это один из самых кинематографичных побегов в истории. Фальшивый надзиратель. Представьте, обычный день в тюрьме. Камеры открываются, охранники идут по коридору, проверяют заключенных, один из них новенький. Никто не обращает внимания. Но есть одна проблема. Этот охранник сам заключенный. Эта история произошла в одной из американских тюрем. Осужденный каким-то образом раздобыл форму надзирателя. Возможно, подкупил, возможно, украл. Точный способ так и не раскрыли. Главное, он выглядел как настоящий охранник. Он просто дождался нужного момента, вышел из своей камеры, уверенно зашагал по коридору, кивнул другим надзирателям и направился к выходу. Никто даже не спросил у него документы. Вишенка на торте, он попрощался с коллегами перед уходом. «До завтра, парни!» — сказал он и спокойно пересек охраняемый периметр. Это был гениальный побег. Никто не гнался за ним, не было ни выстрелов, ни тревоги. Он просто ушел. Позже его нашли, но факт остается фактом. Он буквально прогулялся из тюрьмы, как будто это его рабочий день. Побег через поддельные документы. Представьте, что вы сидите в тюрьме строгого режима. Охрана везде. Высокие стены, камеры наблюдения. Никаких шансов выбраться. Разве что если у вас на руках есть официальный приказ о вашем освобождении. Этот преступник был не просто хитрым, он был настоящим мастером аферы. Он сумел подделать официальные документы об освобождении. Более того, он сделал это так профессионально, что даже тюремная администрация не заподозрила ничего странного. Документ был передан охране, как будто его прислали из суда. И что самое интересное, все сработало. Охрана просто открыла двери и выпустила заключенного. Он ушел прямо через главный вход. Без побега, без погони, без вертолетов и лазов. Просто официальное освобождение, которого никогда не должно было быть. Позже тюрьма поняла, что их жестоко обвели вокруг пальца, но беглеца уже и след простыл. Это один из самых умных побегов в истории. Побег с 16-го этажа. Когда мы говорим о тюремных побегах, мы представляем себе туннели, перерезанные решетки или даже похищенные вертолеты. Но этот побег совершенно особенный. Заключенный выбрался через окно на высоте более 50 футов. Это произошло в одной из многоэтажных тюрем. Камера находилась на 16-м этаже. Без лестницы. Без выхода. Охрана была уверена, сбежать оттуда невозможно. Но осужденный нашел способ. Он начал собирать простыни. Каждый день он привязывал одну к другой, аккуратно связывая узлы. Неделями он готовился к побегу. И в одну из ночей, когда охрана отвлеклась, он выбрался в окно. Представьте, 16-й этаж. Ночь, город внизу. Малейшая ошибка, и он разобьется. Но он все же спустился. Медленно, осторожно, шаг за шагом. Когда он оказался на земле, его сердце, наверное, колотилось как бешеное. Он побежал. Наутро тюрьма была в шоке. Заключенный просто исчез. Позже его поймали, но сам побег вошел в историю. Это был один из самых смелых и отчаянных шагов, которые только можно представить. Выход через посылку. Иногда самые безумные идеи оказываются самыми гениальными. Этот побег один из таких случаев. Обычный день. Почтовая служба забирает посылки из тюрьмы. Ничего необычного. Несколько коробок с документами, вещами, бумагами. Только вот в одной из коробок лежит живой человек. Заключенный заранее договорился с сообщниками, чтобы они пронесли в камеру большую картонную коробку. Внутри он сделал отверстие для воздуха, сложил туда воду и пищу. В нужный момент он забрался внутрь. Сообщник заклеил коробку, поставил ее среди других и оставил возле выхода. Когда пришли работники почты, они просто загрузили ее в машину и увезли. Охрана не проверила содержимое. Они думали, ну кому придет в голову прятаться в коробке? А зря. Когда машина покинула тюрьму, беглец просто выбрался наружу и исчез. Позже его поймали, но сам факт, он буквально ушел из тюрьмы по почте. Это один из самых нестандартных побегов в истории. Побег из Алькатраса. Алькатрас — тюрьма, о которой ходят легенды. Самое неприступное место своего времени. Остров, окруженный ледяной водой и сильными течениями.
Сбежать оттуда невозможно. Но трое заключенных все-таки попытались. Фрэнк Моррис и братья Энглины не просто решились на побег, они подготовились идеально. В течение месяцев они долбили бетонные стены камеры, используя ложки, вилки и самодельные инструменты. Они спрятали дыру за решетками вентиляции, но просто выбраться из камеры мало. Они сделали манекены из папье-маше, нарисовали лица и положили их в кровати. Охранники ничего не заподозрили. После выхода из камер беглецы пробрались через служебные коридоры, вылезли на крышу и спустились к воде. Там их ждал самодельный плот, сделанный из плащей. Они отплыли в океан и исчезли. Никто не знает, что с ними произошло. Официально их считают утонувшими, но тела так и не нашли. Многие верят, что им удалось сбежать. Это один из самых загадочных побегов в истории. Многие думают, что копать туннель долго и сложно. Этот побег доказывает обратное. Группа заключенных несколько месяцев рыли подземный ход прямо под тюремным двором. Они использовали обычные ложки, вилки, а иногда даже свои руки. Землю прятали в штанах и незаметно выбрасывали во время прогулок. В один момент туннель был готов. Он вел за территорию тюрьмы. В нужную ночь осужденные просто забрались в яму, проползли несколько десятков футов и оказались на свободе. Когда охрана обнаружила побег, было уже поздно. Но самое забавное, тюремные собаки учуяли запах копаемой земли, но охрана решила, что это крысы. Позже беглецов поймали, но их настойчивость впечатляет. Это один из самых классических побегов. Самодельная лестница. Казалось бы, если тюрьма окружена стенами высотой в 20 футов, сбежать невозможно. Но не для этих ребят. Заключенные придумали простой, но гениальный план. Они начали собирать простыни, завязывать их узлами, делать из них что-то вроде веревки. Охрана не обращала внимания. Простыни ведь были у всех. В нужную ночь они добрались до стены, перекинули веревку, взобрались наверх и были почти на свободе. Но тут возникла проблема. Падать вниз было слишком рискованно. Тогда они сделали импровизированный канатный спуск. Один из них обвязал себя простыней и аккуратно сполз вниз. Охрана даже не поняла, что происходит. Побег удался, но ненадолго. Одного поймали через день, другого через 2. Но сам факт, они перелезли через неприступные стены, используя обычные простыни. Дыра в стене. Этот побег звучит как сюжет из фильма. Заключенный обнаружил, что стена его камеры имеет слабое место. Она была старая, бетон начал крошиться, и он решил воспользоваться этим шансом. Каждую ночь он потихоньку выковыривал куски стены. Миллиметр за миллиметром он использовал ложку, зубную щетку, даже ногти. Он маскировал дыру с помощью плаката. Через несколько месяцев проход был готов. Он пролез в узкий тоннель, пробрался в вентиляцию и по трубам выбрался наружу. Когда охрана обнаружила его исчезновение, было уже поздно. Беглеца не нашли несколько лет. Но сам побег стал легендой. Он буквально прорыл себе путь к свободе, используя одни только руки. Ключи из мыла. Самодельные ключи? Звучит безумно, но этот заключенный провернул именно такой трюк. Он сумел незаметно сделать слепок ключа из мягкого мыла. Затем передал его сообщникам на воле. Они изготовили копию из металла и каким-то образом передали обратно в тюрьму. Осталось дело за малым — дождаться удобного момента. В нужную ночь он аккуратно вставил ключ в замок, и сработало. Дверь камеры открылась. Он прошел через несколько дверей, открыл решетки и просто вышел наружу. Охрана даже не поняла, как это произошло. Позже его поймали, но сам факт — он изготовил ключ из мыла, а затем сбежал. Это один из самых хитроумных побегов в истории. Побег в женском платье. Вы не поверите, но этот заключенный выбрался из тюрьмы, переодевшись в женщину. И это не шутка. Он заранее подготовил одежду. Длинное платье, парик, немного макияжа. Все это ему передали сообщники, спрятав в передачке. В нужный день он переоделся прямо в камере. Затем, дождавшись прогулки, спокойно вышел из здания, стараясь не привлекать внимания. Что самое интересное, охрана даже не посмотрела на него. Видели ли они женщину, которая выходит из тюрьмы? Подумали ли они, что это может быть беглец? Нет. Он просто прошел через главный вход, сел в машину и скрылся. Когда охрана обнаружила, что одного заключенного не хватает, было уже поздно. Этот побег доказал, что иногда не нужна сила или оружие. Достаточно хитрости и хорошего костюма. Побег с помощью близнеца. Когда у тебя есть брат-близнец, шансы на побег резко возрастают. Этот преступник использовал свое родство на все 100%. Его брат был законопослушным человеком. Он пришел на свидание, чтобы навестить родственника. Но у них был секретный план. В какой-то момент они поменялись одеждой. Заключенный переоделся в цивильную одежду, а его брат — в тюремную форму. После этого осужденный спокойно вышел через главный вход. Охрана даже не поняла, что произошло. Они думали, что выпускают посетителя. Настоящий же брат остался в камере. Разумеется, охрана быстро разобралась, но беглеца уже и след простыл. Этот побег доказал. Иногда гены могут быть лучшим оружием. Бочки на реке. Если тюрьма стоит рядом с водой, это отличный шанс для побега. Именно так
так подумали эти заключенные. Они начали собирать бочки. Каждая бочка — это плавучий элемент. Постепенно они соорудили что-то вроде лодки. Ночью, когда охрана отвлеклась, они сбросили конструкцию в реку, прыгнули в воду и поплыли вниз по течению. Что самое интересное, тюрьма даже не поняла, что произошло. Утром камеры были пусты, но никаких следов побега не было. Позже беглецов поймали, но сам факт, они буквально уплыли на бочках. Простое, но гениальное решение. Побег по воздуху. Этот побег был бы невозможен без инженерного гения. Осужденный построил самодельный планер. Он долго собирал детали, куски ткани, проволоку, деревянные рейки, все, что могло помочь создать летающий аппарат. Ночами он незаметно работал над своей машиной. Никто не подозревал, что прямо в тюремной камере строится средство для побега. В нужную ночь он выбрался на крышу, разбежался, прыгнул и полетел. Охрана увидела странный силуэт в небе, но не смогла ничего сделать. Беглец исчез в темноте. Позже его нашли, но сам побег стал легендой. Он был первым человеком, который выбрался из тюрьмы по воздуху, разоблаченный в последний момент. Этот побег был продуман идеально. Все шло по плану. Но в самый последний момент все рухнуло. Заключенный заранее подготовил фальшивые документы. Он убедил охрану, что его освобождают. Он уже стоял у ворот, уже чувствовал свободу. Еще шаг, и он на воле. Но тут в дело вмешалась случайность. Настоящий список на освобождение оказался у другого охранника. И когда они сверили данные, то поняли, перед ними самозванец. Вместо свободы он получил еще несколько лет срока. Этот побег показывает, иногда даже самый умный план может сорваться из-за одной мелочи. Побег, который стал легендой. Некоторые побеги настолько продуманы, что кажутся сценарием к фильму. Но этот случай не выдумка. Это реальная история гениального побега в истории. Заключенный готовился годами. Он не просто искал слабые места, он сам создавал их. Подкупал охрану, находил сообщников, изучал внутреннюю систему безопасности. В решающий день он активировал фальшивую тревогу, из-за которой камеры наблюдения выключились. Затем, переодевшись в форму охранника, прошел через несколько постов и дошел до выхода. Он был настолько уверен в себе, что даже попрощался с дежурным. Увидимся завтра. Когда охрана поняла, что произошло, было уже поздно. Этот человек исчез. Его искали по всему миру, но так и не нашли. Этот побег стал легендой. Он доказал, что самое опасное оружие — это интеллект. Тюрьма будущего. Теперь забудьте о побегах. В современном мире тюрьмы становятся настолько защищенными, что выбраться оттуда нереально. Представьте себе место, где нет решеток и охранников, только технологии. Двери открываются и закрываются автоматически, движения контролируются датчиками, а за каждым заключенным следит искусственный интеллект. Здесь нет возможности спрятать ложку, чтобы копать туннель. Камеры видят все, электронные браслеты считывают каждое перемещение. Выхода нет, только стерильные белые стены, тотальный контроль и полная невозможность хоть как-то обмануть систему. Добро пожаловать в тюрьму будущего, место, из которого никто никогда не сбежит. Искусственный интеллект на страже. Если раньше охрана могла ошибаться, то теперь этим занимаются машины. И они не совершают ошибок. В современных тюрьмах уже тестируют роботов патрульных. Они передвигаются по коридорам, сканируют лица, анализируют поведение заключенных. Если кто-то ведет себя подозрительно, система мгновенно подает сигнал тревоги. Но самое страшное — это искусственный интеллект, который анализирует даже мысли. Он отслеживает паттерны поведения и может предсказать, что заключенный планирует побег. И если система решит, что кто-то опасен, его переведут в изолятор еще до того, как он предпримет первую попытку сбежать. Побег в таких условиях почти невозможен. Самая охраняемая тюрьма в мире. Где же находится самая неприступная тюрьма на планете? Ответ прост. Это тюрьма ADX Флоренс в США. Здесь содержатся самые опасные преступники. И за всю ее историю не было ни одного побега. Как так? Дело в системе безопасности. Заключенные находятся в одиночных камерах 23 часа в сутки. Двери открываются только по электронному сигналу. Камеры построены так, что заключенные не видят ни коридоров, ни других заключенных. Они полностью изолированы. А теперь самое важное, эта тюрьма устроена так, что даже если кто-то вырвется из камеры, ему некуда бежать. Стены спроектированы так, чтобы вести только в тупики. Это настоящий бетонный лабиринт, из которого не было ни одного успешного побега. Подземные тюрьмы. Вы думаете, что стены — это надежно? Что ж, современные тюрьмы пошли еще дальше. Некоторые из них вообще находятся под землей. Представьте себе комплекс, который полностью скрыт от мира. Нет окон, нет дверей. Единственный путь — это бронированный лифт, который контролируется системой безопасности. Бежать из такого места физически невозможно. Даже если тебе удастся выбраться из камеры, ты окажешься в бетонных тоннелях без выхода. Нет воздуха, нет пищи, нет шансов. Эти тюрьмы самые страшные в мире.
потому что они построены не просто для содержания преступников. Они построены так, чтобы никто оттуда никогда не ушел. Почему больше не копают туннели? Раньше копать туннели было почти классикой побегов, но сегодня это уже невозможно. Почему? Во-первых, новые тюрьмы строят с учетом старых ошибок. Полы теперь не бетонные, а многослойные, с датчиками давления. Если где-то начинается движение земли, охрана узнает об этом сразу. Во-вторых, вся территория тюрем теперь сканируется подземными радарами. Даже если кто-то начнет копать, его засекут через несколько минут. В-третьих, новые технологии позволяют укреплять стены и полы так, что их нельзя пробить никаким инструментом. Беглецы больше не могут копать туннели. Им остается только одно — сидеть и ждать. История знает тысячи побегов. Гениальных, смелых, безумных. Но мир меняется. Сегодня побег — это уже не ложка и не простыни, а высокие технологии. Искусственный интеллект, датчики, автономные системы и, возможно, в будущем вообще не останется легендарных побегов, потому что сбежать будет просто невозможно. Но кто знает, человеческая хитрость не знает границ. Возможно, когда-нибудь мы услышим о побеге, который превзойдет все, что было до этого. А пока остается только восхищаться теми, кто сумел перехитрить самые охраняемые тюрьмы в мире.